I believe in the evil in human nature. This is a wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Аум Синрикё. Сколько раз секта добра и просветления пыталась убить всех людей. Это история про одного очень необычного полуслепого японца, Тидзуо Мацумото, который так не хотел жить в бедности, что ему удалось несколько лет дурачить весь мир, вплоть до первых лиц государств. Дурачить настолько, что миллионы людей в 90-х годах просвещенного 20 века считали его пророком. Выступая на телевидении в сияющих одеждах в образе гуру, этот человек, управляя сетью своих приспешников, совершал чудовищные преступления под носом у всей общественности. На их счету и совести более 6000 пострадавших, в том числе 26 россиян. Убитые, похищенные люди, искалеченные судьбы и инвалидности. Но больше всего досталось соотечественникам самого Тидзуо Мацумото. Их он не жалел и травил мирных людей оружием массового поражения. И все это под лозунгом избавления от страданий и добра для всего человечества. Годами духовный лидер секты Аум Синрикё богател и оставался безнаказанным, идя к своей главной цели – захватить власть в Японии. И не останавливался ни перед чем, пройдя всего за 7 лет путь от благостных проповедей под приятную музыку до массовых убийств. Краткая биография. Тидзуо Мацумото родился в бедной многодетной семье изготовителя соломенных матов на острове Кюсю. Несмотря на постоянное окружение братьев и сестер, сверстников, он ощущал с ними мало общего. Зато рано начал учиться манипулировать чувствами других людей и их желанием принадлежать к какому-то обществу. Из-за врожденной глаукомы он был слеп на левый глаз, а правым видел лишь процентов на 30, потому учился в специальной школе для незрячих. Некоторые источники утверждают, что юный Мацумото в детстве издевался над своими полностью слепыми сверстниками, пользуясь своим небольшим преимуществом. Другие, что спорил с учителями на высокие темы и обещал одноклассникам стать когда-нибудь премьер-министром Японии. А третьи источники рассказывают, что уже тогда со школьной скамьи проявлялся его талант бизнесмена. Он подрабатывал поводырем для своих полностью слепых товарищей. Как символично. Впрочем, дети есть дети. Давайте лучше посмотрим на то, как раскрылся этот человек в более позднем возрасте, как проявил свои таланты, которые у него действительно оказались незаурядными. И чем дальше, тем больше это бросалось в глаза. Закончив провинциальную школу, юный Тидзуо Мацумото рванул в столицу, поступать в главный медицинский университет. Вступительные провалил с треском и начал сам изучать традиционную китайскую медицину, акупунктуру и фармакологию. Познакомился со своей будущей супругой Томоко. На деньги ее семьи он открыл акупунктурную клинику и успешно продавал поддельные китайские лекарства, без какой-либо медицинской лицензии, за что и был арестован. Пришлось уплатить штраф, но его желание разбогатеть только усилилось. В Японии того времени был настоящий бум новых религий. После поражения в войне и оккупации с национальной идеей мирового господства пришлось распрощаться, а на смену ей пришла спокойная, сытая стабильность. На фоне резкой смены ориентиров и идеалов люди искали ответов на вечные вопросы, и в стране появилось огромное количество духовных и околорелигиозных течений на любой вкус. В одно из таких молодой Мацумото попадает простым учеником. Атмосфера религиозности захватывает его полностью, а он очень впечатлительный, как мы увидим далее. Однако
он не собирается оставаться в чьем-то кружке и в 29 лет открывает свой, под названием «Клуб горных волшебников Аум». Благодаря харизме и интуитивному пониманию маркетинга он быстро набирает первых учеников. Молодых людей, мечтающих получить сверхспособности благодаря йоге. Сам он не был выдающимся йогом или религиозным деятелем, но очень хорошо понимал, как нужно привлекать людей, что им пообещать и как удерживать их внимание. В 1985 году в журнале «Сумеречная зона» выходит фото, где он будто парит над полом в позе лотоса, а подпись под фото гласит: «С каждым днем у меня получается подниматься еще на миллиметр выше». И вот тысячи восторженных юношей и девушек уже хотят быть таким, как он. Тоже научиться левитировать и другим чудесам. На этом торжественном моменте своей биографии бывший бедняк меняет имя на звучное Сёка Асахара и облачается в белые одежды. Он пока еще не террорист и не убийца, а просто талантливый бизнесмен, быстро поднявшийся. Возможно, склонный немного приврать и очень хорошо умеющий устраивать шоу из каждого своего появления на публике, но точно не преступник. Ученики его школы йоги тех времен вспоминают, каким улыбчивым и вдохновленным был их бородатый учитель, и что он всех мотивировал, рассказывая, как можно легко достичь удивительных способностей. Йога становится религией, а тренер – божеством. Спустя пару лет успешного ведения бизнеса Сёка Асахара отправляется путешествовать в Гималаи за просветлением. Чем он там занимался, никто не знает, но по возвращении в Японию сказал, что понял все о мире и обрел сверхспособности, которых нет у других людей. Так у него появился, хоть и голословно, некий духовный опыт, на который можно ссылаться как доказательство своей избранности. Теперь организация называется «Учение абсолютной истины Аум». По-японски это звучит «Аум Синрикё». Иные ученики не оценили ребрендинг и покинули группу, но им на смену пришли толпы новых, еще более восторженных молодых людей, которые мечтали научиться сверхспособностям от великого гуру. Асахара с удовольствием принял этот новый образ. Теперь он был уже не просто учителем, а настоящим проповедником. Привести мир к просветлению, избавить человечество от страданий. Вот как он обозначает теперь свою миссию. Выступления становятся все эпичнее. Слепой проповедник начинает делать мрачные пророчества о ядерной войне, в которой погибнут почти все, и призывает людей поскорей примкнуть к истинной вере, хотя концепцию своей веры он сам толком не сформулировал. По сути, просто нахватал разных отрывков, которые ему понравились в других религиях. Что-то от пророчеств Нострадамуса, какие-то отрывочные идеи тибетского буддизма, физические практики из йоги и самые разные оккультные ритуалы и техники, которые подсказывала ему фантазия. Со временем он добавит в этот винегрет некоторые самые яркие образы из Библии и научно-фантастических романов. Как бизнесмен он быстро понял, что идея конца света приносит больше всего денег и откликается в сердцах людей. Людям безумно нравилось слушать истории о страшных карах, которые вот-вот обрушатся на мир, из уст слепого харизматичного гуру. Если у него и был божественный дар, то это дар рассказчика. Слушатели не могли оторваться. Будто стоишь на краю пропасти и смотришь вниз. Вспоминал позже свои ощущения от выступлений один из поклонников. Живописание грехов и подлости людской, прогнивший мир, нет надежды, очищение огнем. Вот центральные идеи творчества Сёка Асахары. Главными грешниками он представлял сытых и довольных, благополучных японцев. Надо сказать, что в 80-х годах таким было почти все население страны. Происходило надувание того самого знаменитого мыльного пузыря японской экономики. Фантастические суммы выдавались в кредит под ничтожные проценты. В стране появлялось очень много свободных денег. Больше, чем тогда, их уже никогда не будет. Жители страны покупали машины, яхты и произведения искусства.
покупали недвижимость и перепродавали ее еще дороже. Их благосостояние росло как на дрожжах, и казалось, что так будет вечно. И во всем этом богатстве и ощущении стабильности взрослело молодое поколение японцев. Юноши и девушки, родившиеся в 70-х годах. С детства они наблюдали экономическое чудо во всей его красе. Японские товары покоряют мир, компании процветают, а деньги текут широкой рекой. При этом им самим, в отличие от их родителей, благодаря труду которых это все стало возможно, не нужно делать ничего особенного. Материальные блага не интересуют юных японцев. Зачем? Их и так полно. Намного интереснее и важнее духовный поиск, ответы на философские вопросы, уход от обыденного в пользу возвышенного. И именно это им предлагал Асахара. Они, правда, не догадывались, куда их это приведет. Рассвет и бешеная популярность секты. В возрасте 32 лет Сёка Асахара совершает путешествие в Индию для встречи с Далай-ламой XIV, живым божеством для миллионов буддистов во всем мире. Их совместное фото он начинает активно использовать в своих рекламных буклетах. Теперь он словно помазанник Далай-ламы, и его миссия – распространять буддизм в Японии. Когда в 1995 году, уже после разоблачения Аум Синрикё, Далай-лама оказался с визитом в Японии, журналисты показали ему фото Асахары и спросили, помнит ли он этого человека и действительно ли годы назад поручил ему священную миссию. Далай-лама ответил, что помнит смутно, был какой-то человек, просто один из множества посетителей, с какими ему постоянно приходится фотографироваться. Но вернемся в 80-е. Тем временем гений маркетинга начинает объявлять по очереди священными каждую часть своего тела. Волосы из бороды гуру заваривались в горячей воде, и ученики пили это как зеленый чай. Чаем угощали на собраниях, и здесь же можно было купить священные волосы, чтобы пить дома. Разумеется, вода, в которой мылся Сёка Асахара, тоже считалась священной – $800 за литр. Он освящал и воду из-под крана, но больше всего магических свойств приписывали крови гуру. Выпить такую кровь означало приобрести невероятную духовную мощь. На буклетах писали, что это подтверждают биохимические исследования. Стакан крови стоил несколько тысяч $. Казна секты пополняется со страшной силой. Во время своего очередного путешествия в Индию Асахара узнает о таком течении тибетского буддизма, как Ваджраяна или алмазная колесница. И по своему обыкновению он берет от этого течения самый понравившийся ему элемент, а именно беспрекословное поклонение гуру, каждое слово которого становится истиной в последней инстанции. Получается, если гуру лучше знает все обо всем и видит карму всех людей, то он может приказать своему ученику убить плохого человека. И в таком случае убийство будет спасением и для убийцы, и для жертвы, и для всего мира. Убийство объявляют священным. Возвратившись на родину, 33-летний Сёка Асахара впервые проповедует своим ученикам оправдание убийства. И этому нашелся конкретный повод. Стояла осень. 25-летний послушник Араюки Маджима проходил стандартную аумовскую практику, медитировал в темном помещении на протяжении нескольких часов подряд. А надо сказать, что послушники Аум Синрикё, как и адепты любой секты, были ограничены в правах, подвергались физическому насилию, употребляли наркотические вещества в некоторых обрядах, получали новые имена в секте и должны были полностью забыть все, что было до этого. Отказаться от своего имущества в пользу общины. Несогласия быть не могло. В какой-то момент медитирующему много часов Маджиме стало плохо. Он начал кричать и звать на помощь.
Ученики растерялись и побежали просить инструкций гуру. Недолго думая, Асахара приказал: охладите ему голову. Кричащего послушника вытащили, потащили к бассейну с холодной водой и несколько раз окунули туда вниз головой. Несчастный перестал кричать, но и дышать тоже. Смерть от сердечного приступа наступила почти мгновенно. Как раз за несколько месяцев до этого секта подала заявку на регистрацию в качестве религиозной организации, и любые порочащие инциденты, скандалы были в этот момент максимально нежелательны. Поэтому Асахара приказал своим ученикам сжечь тело погибшего в мусоросжигателе, а останки высыпать в озеро неподалеку, чтобы общественность ни о чем не узнала. Но тут же возникла угроза утечки информации. Другой молодой послушник, друг умершего Маджимы, испугался происходящего и задумал покинуть секту. Асахара собрал у себя преданных учеников, объяснил им ситуацию и дал приказ совершить пхоа, то самое ритуально-священное убийство. Преданные послушники задушили сомневающегося парня, а от тела избавились по старой схеме. Это был переломный момент в истории Аум Синрикё, после которого ее можно считать уже не одной из множества новоявленных сект, а настоящей преступной группировкой. Но это было только начало. Асахара, хоть и продолжал отыгрывать роль уверенного гуру перед своими учениками, в душе был глубоко потрясен. Ведь смерть человека наступила буквально из-за невежества Асахары в вопросах йоги и медицины. Если бы он был подкован, то не отдал бы легкомысленный приказ, приведший к гибели его послушника. Но теперь было уже поздно. Гуру закрылся в комнате и углубился в чтение Библии и размышления. Родители пропавших в стенах секты учеников начинают бить тревогу и обращаются к адвокату по имени Суцуми Сакамото, который был известен тем, что отстаивал права пострадавших от сомнительных сект. Скоро он начал готовить дело против Аум Синрикё. Адвокат выступил на телевидении с обличительными речами, и стало ясно, что у религии Асахары скоро будут очень большие проблемы. Духовный лидер не может этого допустить и сообщает своим ученикам, что адвокат накопил слишком много плохой кармы, и с ним надо срочно сделать пхоа. Сакамото убили ночью в его доме, а заодно и его жену, и годовалого сына, оказавшихся рядом. Тела завернули в простыни и закопали в 3 разных префектурах Японии. Чтобы полиции сложнее было опознать убитых, раздробили молотком их зубы. Асахара мог гордиться своими учениками. Неудачи в большой политике. В 1990 году Асахара предпринимает последнюю попытку встроиться в японское общество. Баллотируется в парламент под лозунгом «Партия высшей истины». В рамках пиар-кампании его послушники в том числе ходили по улицам в масках с лицом своего духовного учителя. Но это никак не помогло. Избиратели не стали голосовать за того, кто обещал привести их к просветлению. Становилось окончательно понятно, что власть над обществом Асахара возьмет только силой. Идея конца света была очень популярна в преддверии 2000 года во всем мире. Такие пророки-миллениалы, как Асахара, появлялись на рубеже столетий и тысячелетий на протяжении всей истории человечества. Вот и теперь Сёка Асахара вдохновляется откровением Иоанна Богослова, предрекая миру чуму, войну, голод, смерть и последнюю битву сил добра с силами зла – Армагеддон. В 1989-м вышла его книга «День конца света», в которой он называет СПИД, рак, нефтяной кризис и глобальное загрязнение последними каплями в чаше божественного терпения. До конца света осталось буквально несколько лет, говорит он, и погибнут почти все, только праведники выживут. Спастись можно, вступив в Аум Синрикё, чтобы затем построить новый мир сверхлюдей на руинах старого. Изначально он обещал конец света в 1999 году, но несколько раз сдвигал эту дату поближе к своему времени, и в итоге выбрал 1995 год. Напомним, что Асахара и его молодые приспешники выросли на научно-фантастических романах Айзека Азимова.
мультиках про войны в космосе, ядовитый газ и битвы роботов. Все эти образы существовали в их сознании. Когда Асахара понял, что действительно способен устроить конец света, и у него для этого достаточно финансовых и интеллектуальных возможностей, ученики его с удовольствием поддержали. Для первой попытки апокалипсиса он даже вывез большую часть своих учеников из города под видом семинара, а оставшийся небольшой отряд террористов тем временем распылял по Токио ботумический токсин. Учитель ожидал по возвращению в столицу застать на улицах горы трупов и панику в новостях. Но нет. Жизнь здесь текла своим чередом. Газ оказался не ядовитым. После разгромного проигрыша на выборах очередное поражение далось лидеру секты тяжело. Но он не оставлял попыток. Его ученые, вчерашние студенты престижных вузов, перебирали разные ядовитые соединения в поисках того самого, которое наконец-то начнет убивать много людей. В этом же году секта пытается производить азген на острове Кющу, химический газ, который использовали в Первую мировую войну. Но из-за разногласий с местными жителями и юридических проблем на фабрику приходят полицейские с рейдом. Многое удалось спрятать, но все равно несколько членов секты были арестованы и допрошены. Местные власти дали понять, что шутить не любят. На какое-то время организация ушла в тень и начала активно заниматься бизнесом. В тени и на виду. Завертелся бизнес. Асахара открыл компанию по производству и починке компьютеров, сеть китайских ресторанов, турагентство, фитнес-центр. Продавал якобы священную еду и готовые обеды. Издавал мангу, аниме и компьютерные игры. В общем, вполне успешно делал деньги в самых разных сферах. Но это было для отвода глаз. А в 1992-м Асахара открыл для себя Россию. И хоть это не первый его заграничный проект, Аум Синрикё добралась и до Нью-Йорка, и до Шри-Ланки, но такого успеха, как на территории бывшего Союза, у него не было нигде. Здесь Асахара нашел больше верующих, чем в Японии, а также доступ к секретным, но не слишком хорошо охраняемым технологиям. Например, по производству газов и оружия. Отчасти успех обусловлен могущественными покровителями. Асахара привез с собой много денег, чтобы завести полезные контакты с нужными людьми в правительстве. Благодаря Олегу Лобову, главе Совета Безопасности, близкому помощнику Бориса Ельцина, сектанты получают роскошный офис в самом центре Москвы, на Петровке, 14. Сёка Асахара встречается с мэром Москвы Юрием Лужковым, ректорами главных вузов, главный НИИ, пьет чай с выдающимися учеными, читает лекции в университетах, дает музыкальные выступления в Кремлевском дворце съездов и дирижирует оркестру в Олимпийском. В общем, его тур спасения России – это настоящий успех, в результате которого Аум открывает филиалы в самых разных городах России и получает там огромную поддержку. В 90-х годах русский народ, переживая кризис, был особенно чувствительным к паранормальным вещам, а бородатый полуслепой гуру из Японии был ничем не хуже в глазах общественности Чумака или Кашпировского. К нему было даже больше доверия, ведь Япония уже ассоциировалась в общественном сознании с высокими технологиями и прогрессивной цивилизованностью. Асахару по утрам показывали по центральному телевидению, где он рассказывал о медитации и спасении души через его религию. В книжных магазинах продавались его книги, переведенные на русский язык. Учеников становилось все больше и больше. Открывались новые офисы, уже не только в Москве, но и в других городах России. Всего к 1995 году, на момент кульминации этого абсурдного шествия секты по планете, русских участников в ней было порядка 35 тысяч человек, тогда как в Японии всего 15 тысяч. А вдохновленные последователи преимущественно молодые люди. И что могли сказать против их родители, если учителя тепло принимали первые люди из правительства,
а ученые называли выдающимся религиозным деятелем. В 1993 году секта приобретает земельный участок в городе Клин, чтобы построить там деревню для верующих с больницей, школами, огромным залом для медитации и макаронным заводом. Кроме того, в их владении был участок земли в деревне Ельцы, Владимировской области. Именно там жили в подполье русские последователи Аум Синрикё, после того, как эту организацию официально запретили в России. Благодаря тем связям, которые появились у секты в России, милитаризация Аум Синрикё вышла на качественно новый уровень. Ученых секты очень заинтересовало лазерное оружие, нервно-паралитический газ, танки, автоматы и даже ракеты «Протон». Им даже удалось купить и переправить к подножию Фудзи, где находилась база секты, огромный вертолет Ми-8, поскольку Асахара к тому времени придумал свой самый главный план. Он уже понял, как должен выглядеть Армагеддон. Он хотел распылить с вертолета на Токио 70 тонн зарина, чтобы точно никто не остался в живых. Зарин – бесцветный нервно-паралитический газ, от которого за считанные минуты люди начинают биться в конвульсиях, перестают видеть, дышать и умирают. Военная разработка. К тому моменту количество неудачных попыток устроить конец света уже серьезно удручало Асахару. Его подчиненные, например, хотели сделать атомную бомбу и для испытаний приобрели ранчо в Австралии, но попались на австралийской таможне. Под видом благотворительности биологи секты ездили в Африку искать споры ядовитой лихорадки Эбола. Удалось раздобыть только антракс или сибирскую язву. Летом 1993 года ее и попытались распылить в родном Токио. Но снова все прошло незамеченным. Только соседи пожаловались на неприятные запахи. Но добытая в России технология разработки зарина выглядела самой перспективной. Австралийская команда Аум Синрикё провела тесты на овцах, и те, окутанные ядовитым облаком, замертво попадали на землю. Асахара понял – пора. Первой человеческой жертвой зариновой атаки был выбран конкурент Асахары на идеологическом и политическом поприще – Дайсаку Икеда, основатель философского движения и лидер политической партии. Оба покушения провалились, но в результате одного из них струя зарина попала одному из террористов прямо в лицо, и только быстрая медицинская помощь помогла спасти ему жизнь. И снова неудача. К 1994 году организация окончательно слетает с катушек. На их счету несколько убийств, но полиция, по-видимому, не желает связываться со странной религиозной сектой. После 1995 года японскую полицию не раз обвиняли в бездействии. Но с другой стороны, кто мог подумать, что на протяжении нескольких лет в стране орудует преступный синдикат, успешно притворяющийся религией? Поскольку такого никогда не было, никто не мог этого представить. Кроме того, Асахара регулярно появлялся на ток-шоу по телевизору и радио, улыбался, проповедовал, демонстрировал чудесные исцеления, и все его собеседники отмечали, что он харизматичный гуру и вообще отличный парень. В 1993 году ученые секты успешно синтезировали ЛСД, и поэтому теперь могли продавать покупателям не только священные волосы, кровь гуру и шлемы с электродами для подключения к его мозговым волнам, но и наркотические вещества. Но никакие крупные доходы и успехи в бизнесе не могли отвлечь Асахару от главной мечты – через Армагеддон устранить правительство и взять полную власть над страной. Далее, летом 1994 года, зарином пытались отравить судей, которые собирались вынести нежелательное решение по важному для секты делу. Несколько литров газа прогнали через распылительную систему в жилом квартале, где жили судьи. Наутро выяснилось, что отравились насмерть 7 случайных человек, спавших с открытыми окнами. Судьи отделались недомоганием. Полиция снова не подумала на Аум Синрикё.
а во всем случившемся обвинили несчастного вдовца одной из погибших. Сектанты уже давно ощутили свою полную безнаказанность. Они без стеснения занимаются вымогательством, отравлениями, похищениями, пытками и убийствами. Преследуют неугодных юристов, журналистов, критиков и всех несогласных. Например, родственников тех людей, кто хочет покинуть секту. Полиция, наконец, обнаруживает отпечатки одного из послушников в машине убитого нотариуса. Они распылили ему немного зарина на ветровое стекло. И решает совершить рейд на базу секты у подножия Фуджи в марте 1995-го. А именно там идет полным ходом приготовление к концу света. Ждут своего часа тонны яда и вертолет. Асахара узнает об этом через свои связи в силовых структурах и решает действовать на опережение, вывести полицию из строя, чтобы ему не помешали осуществить его план. Первый теракт в Японии и первое в мире применение оружия массового поражения против мирного населения. В спешке Асахара назначает дату теракта на 20 марта. Нужно распылить зарин в центре Токио, где находится главное полицейское управление страны. Это еще не конец света, а просто разминка, способ отвлечь полицию от рейда на их базу. В 8 утра, в понедельник, когда толпы столичных горожан спешили на работу, 10 подготовленных сектантов сели в метро на разных ветках по направлению к станции Касумигасеки. У всех из них были с собой завернутые в газету пакеты с жидкостью, содержащей зарин, а также зонтики-трости, хотя погода стояла ясная. За пару станций до Касумигасеки террористы бросили пакеты на пол, проткнули их зонтиками и покинули вагоны, смешавшись с толпой. В забитых утренних поездах это не привлекло внимания. Жидкость медленно вытекала из пакетов, испаряя ядовитый газ. Двери вагонов открывались и закрывались, потоки людей сменяли друг друга. Газ заполнял подземное пространство по мере приближения к центру города. И когда поезда прибыли на станцию Касумигасеки, там начался настоящий ад. Однако зарин был сделан в спешке за несколько дней, поэтому вышел нечистым. В получившейся жидкости его содержание составляло около 30%, а переделывать было некогда. Это спасло жизнь многим людям. Если бы частота зарина доходила хотя бы до 70%, то 12 смертями дело бы не ограничилось. И снова эффект оказался не таким мощным, как рассчитывал Асахара. Хотя помимо 12 погибших, десятки людей надолго испортили себе здоровье, вплоть до паралича и нарушения речи. И около 1000 человек имели временные проблемы со зрением. Но получилось, как получилось. Однако, как только полиция установила, что причиной отравления в метро был зарин, стало наконец понятно, что это дело рук Аум Синрикё. Сразу вспомнились старые висяки, и что на одном из заводов секты ведь уже находили следы экзотического смертельного газа. Но тогда сектанты убедительно соврали, что это их кто-то атаковал. Наконец-то годы безнаказанности закончились. Позорное разоблачение и казнь. В результате обысков были обнаружены литры ядов, запасы огнестрельного оружия и наркотиков, СВЧ-печи со следами сжигания людей, цеха по изготовлению паралитических газов и огромный вертолет. Вот только самого гуру нигде не было. Лишь через пару месяцев его выудят из одного из секретных помещений в здании на территории секты. Он будет сидеть там вонючий, заросший, в грязных фиолетовых одеждах. В одной руке автомат Калашникова, а в другой набитый чемодан с деньгами. Первыми его словами, когда к нему приблизились полицейские, были «Вы не имеете права прикасаться к гуру». Затем была долгая серия судебных заседаний, на которых допрашивали Тидзуо Мацумото. Сёка Асахара к тому моменту остался в прошлом, и его учеников. И чем дальше, тем больше жутких подробностей совершенных ими преступлений всплывало в зале суда. В итоге бывшего гуру и его приближенных учеников
приговорили к смертной казни через повешение. Исполнения приговора они ждали 23 года. И, наконец, 6 июля 2018 года были казнены 13 участников смертельной секты. Асахара провел в одиночной камере гораздо больше лет, чем успел побыть в статусе великого всемогущего учителя. К концу жизни он сошел с ума, не узнавал родных дочерей и не мог самостоятельно передвигаться. Так и настал его личный конец света. Дорогие гости и подписчики канала, как вы полагаете, почему во всем мире не заметили разрушающей силы учения истины? Возможно ли было предотвратить крупнейший теракт в японской истории? И не повторится ли это в наше время, когда группа людей может получить доступ к химическому и бактериологическому оружию? Своим мнением делитесь в комментариях.